Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из ВКонтакте из приложения «Форма для сбора заявок» в виде новых карточек в Task Manager Trello. Это нужно, чтобы выгружать новые лиды из ВКонтакте в другие системы. Например, в Trello создавать новые карточки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. Далее необходимо указать действия. Если вы хотите получать новые лиды из ВКонтакте из приложения «Форма для сбора заявок», выбираем действие «Загрузить лиды New». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к сервису Apex Drive. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. Далее вам необходимо выбрать группу, которой вы хотите предоставить доступ. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом ВКонтакте. После того, как все разрешения и доступы предоставлены, закрываем это окно. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать группу, по которой вы хотите получать новые лиды. Далее необходимо отметить галочками формы, по которым вы хотите получать новые лиды, либо поставить галочку «Подключать все текущие и новые формы автоматически», для того, чтобы лиды выгружались сразу по всем формам. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет, вы можете перейти к вашей форме и заполнить ее. Далее вы можете скопировать ссылку на вашу форму, вставить ее в отдельную вкладку браузера и тестово заполнить форму. После того, как вы заполнили форму, возвращаемся в сервис Apex Drive и подгружаем тестовые данные. После того, как данные, которые мы только что сгенерировали, отобразились на этом этапе, продолжаем настройку. На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Trello. Далее необходимо указать действия. Если вы хотите, чтобы на основании лидов из ВКонтакте создавались новые карточки, выбираем соответствующее действие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Trello к сервису Apex Drive. На этом этапе вам необходимо указать ваш логин и пароль личного кабинета Trello. Теперь вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать доску и список, на которых вы планируете создавать новые карточки на основании лидов из ВКонтакте. Теперь вы видите поля Trello для создания новой карточки. В эти поля вам необходимо назначить переменные из ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы переходить на новую строку, используйте Enter.
Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Trello при каждом новом лиде из ВКонтакте. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Trello». После успешной отправки переходим в Trello и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Trello успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!